Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья. И сегодня я хочу вам показать, как обтянуть елочку заготовку бархатом. Это одна из самых сложных фигур для обтягивания, но я постараюсь подробно объяснить и показать. И вот вы видите, что получается. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для работы мне понадобится сама заготовка елочки. Она идет вот так отдельно в упаковке. Вот так она выглядит из двух половинок. Мне понадобятся ленты, колпачок и стразовое полотно. Кто спрашивал про колпачки? Колпачки у меня есть в наличии. Они идут по 50 штук. Есть в серебряном и золотом цвете. И работу начинаем с того, что вот этот выступ, не который у нас внутри, а именно вот этот выступ на заготовке нам надо удалить. Я воспользуюсь плоскогубцами и вот так аккуратненько прикрываю пальчиком, чтобы случайно в глаз ничего не полетело. И вот так понемногу все это удаляю. И продолжаю работу. Я все откусила, и вот у нас получается тут такие неровности. И чтобы их убрать, я воспользуюсь вот такими листами наждачной бумаги. Раньше я использовала пилочку для ногтей грубую, но ее очень долго точить. Поэтому беру и вот прямо вот так вот несколько раз, не буду сейчас шуметь на камеру, но протереть, и все у нас получится здесь ровненько. И вот все получается ровненько. Где купить? Продается в любом строительном магазине. И подготовим вешалку. Я беру ленту 3 миллиметра. У меня 20 сантиметров. Одеваю через колпачок. Сложила вот такой петелькой. И завязываю узелок. Завязала узелок. Все подтянула. И на всякий случай обожгла. Для обработки я буду использовать бархат. Он такой короткошерстный и нету направления. И у меня остаются кусочки. Но сейчас объясню, как надо вырезать. Вырезать надо, чтобы нам хватило полностью вот здесь для елочки и наверху. И края вот так, чтобы хватило. Напоминаю, что бархат у нас тянется больше по горизонтали. А здесь чуть меньше. И таких отрезка нам надо 2. Вот тут кусочек вроде бы маленький, но мне вполне хватит, чтобы обтянуть елочку. Все кусочки, которые у меня остаются, я всегда использую. И работу начинаю с того, что закреплю вот здесь бархат. Я наношу клей вот сюда и немного вот сюда. И все вот так подклеиваю. Даю закрепиться. Затем я отсюда уберу всю толщину. Все у меня закрепилось. Здесь вешалку я вот эту крючок оставляю и не подклеиваю, потому что у меня там будет колпачок. Мне это совершенно не мешает. Теперь сильно натягиваю, и надо вот здесь подклеить. Сейчас покажу, как подклеить. Наношу клей, вот так немного его размазываю. Вот так на середину прижимаю и растягиваю, чтобы все подклеилось. И даю закрепиться. Нижняя часть у меня закрепилась. И теперь я закреплю вот эти уголки. Сильно-сильно натягиваю. И вот так завожу, чтобы здесь все у нас подклеилось. С одной стороны и с другой стороны. Все натягиваем и пальчиками заправляем, даем закрепиться. Елочка одна из самых сложных фигур для обтягивания, и здесь уже каждый действует как ему удобнее, или сверху, или снизу. Я начинаю снизу, и первым делом мне надо затянуть вот эти внутренние углы. Если я затяну вот эти, затем у меня здесь не будет сильного натяжения, поэтому вот сначала надо вот обработать вот эти углы. Поэтому я беру вот так, сильно-сильно натягиваю
и наношу клей. И также сильно вот так придерживаю, чтобы подклеить. Вот здесь полностью должна этот угол повториться. Вот вы видите, все заправлено. Все у меня закрепилось. Перехожу на вторую часть. Вот так сильно-сильно-сильно натягиваю, придерживаю пальчиком и наношу клей. Нанесла клей и также в таком же натяжении все это прижимаю. И вот вы видите, все получается очень даже ровненько. Даю закрепиться. Вот. И теперь начинаю обрабатывать вот этот внутренний уголок. Здесь можно сразу нанести клей, кому как удобно. Можно по чуть-чуть. Мне удобнее сразу. Вот так сильно натянула и сразу пальцем все заправила. И вы видите, как все красиво и аккуратно получается. Даем закрепиться. Вот. И переходим на вторую часть. Все отодвигаем. Наносим клей. Я клей размазываю. И вот так сильно-сильно-сильно-сильно все прижимаю. Потом все это уберется, будет чисто. Пока можно оставить. И вот вы видите, все у нас получается. Следующее, вот здесь нам надо затянуть. Также берем, натягиваем сильно-сильно-сильно. Держим, наносим клей. И все подклеиваем. Даем закрепиться. Вот, вы видите, все у нас получается. Приступаем ко второй стороне. Вот так сильно-сильно-сильно натягиваем. Я рассказываю так подробно, потому что у многих возникли проблемы с обтягиванием елочки. Вот вы видите, все у нас тут повторяется, все формы. Даем закрепиться. Закрепилась. Вот. Ну и теперь нам остается уже доработать вот эти края, которые уже еще не доклеены. Наносим клей, натягиваем и вот так одним движением все закрепляется. Переходим на вторую сторону, наносим клей и все подтягиваем. И вот здесь у нас остались не подклеенные места. Наносим клей и все подклеиваем. И также поступаем со второй стороны. Ну вот у нас все обтянуто. Теперь берем ножницы и все лишнее подрезаем, чтобы не утяжелять игрушку. Сначала я отрежу самое большое, а затем по необходимости отрежу уже остальное. Так, вот здесь еще не дорезано. И немного убираем вот здесь толщину. И вот что у меня получилось. И также обрабатываем вторую часть. Когда обе половинки готовы, на одну из половинок мы подклеиваем вешалку. Узелок опускаем вот сюда вниз. И даю закрепиться. Теперь надо склеить две половинки вместе. Так как здесь очень много надо нанести клея, не всегда все успевают одним разом все нанести и приклеить. И как нам все ровно приклеить? Мы берем вот так, примеряем, вот так пальчиками держим. Вот здесь все совмещаем, смотрим, чтобы у нас низ был одинаковый. Потому что склеить елочку не всегда получается у всех с первого раза. Вот здесь все одинаково, здесь, чтобы все было на одном уровне. Я вот так держу елочку, не убираю пальчики, убираю только одну сторону. И начинаю сверху. Наношу клей. У меня тоже не всегда с первого раза получается ее склеить. И вот так вот пальчиками вот сразу все смотрю, чтобы у меня все везде было ровно.
Вот, и даю верхней части закрепиться. Верхняя часть у меня склеилась. Сейчас я просто раздвигаю вот нижнюю часть и вот так аккуратненько наношу. Это для тех, у кого не получается все склеить с первого раза. С одной стороны и с другой стороны. Мы еще будем подклеивать ленту, поэтому все склеится. Но в данном случае, вот вы видите, все получается ровно. Все на одном уровне. Вот так придерживаем и даем закрепиться. Теперь я беру ленту 5-6 миллиметров и буду подклеивать. Колпачок я пока не подклеиваю, так как здесь я потом спрячу все вот эти края. Наношу клей и подклеиваю сначала ленту. Даю закрепиться. То, что у нас здесь клей немного высох, ничего страшного. Наношу клей теперь по шву. И вот так укладываю ленту. И сразу приглаживаю. Теперь беру более, чтобы мне было удобно. И понемножку подклеиваю. Наношу клей. Ой, извините. И сразу приглаживаю. Вот. Дошла вот до сюда. Теперь наношу клей вот здесь. И сразу пальчиком вот так ровненько приглаживаю. И держу, чтобы угол закрепился. Все, у меня закрепилось. Теперь перехватываю пальчиком. Держу. Дальше наношу клей. Вот. И вот так вот прикладываю. И пальчиком все приглаживаю. Вот у нас все получается красиво. Снова. Вот здесь до уголка наношу клей. И пальчиком вот прямо туда проваливаюсь. Даю закрепиться. Убираю. Снова наношу клей. И вот так вот приглаживаю. До уголка все склеиваю. Если где-то у вас вылез клей, даем закрепиться чуть-чуть. И, конечно же, все убираем, чтобы вот этого не было. Обычно, когда на камеру снимаю, немножко неудобно. Прямо перед носом висит камера. Но вот это все надо убрать. Вот так пинцетом. Все отковыриваем и убираем. Я чуть-чуть позже это сделаю. Покажу вам дальше. Вот так наношу клей. И под натяжением здесь прямо вот так пальчиком в угол проваливаюсь. Так, не доклеилась. Во, нанесла клей прямо в угол пальчиком. И даю закрепиться. Придерживаю. Вот, продолжаю. Нанесла клей. Придерживаю пальчиком и под натяжением вот тут подклеиваю. Теперь вот здесь наношу клей. И пальчиком проваливаюсь сюда, чтобы все подклеить. Убираю. Наношу клей. Пальчиком придерживаю и под натяжением ровно приклеиваем. И вот вы видите, как все ровно получается. И продолжаем работу. Вот я закончила вторую сторону. Теперь обрезаю и поджигаю. И теперь можно приклеить колпачок. Колпачок я немного вот так примеряю и раздвигаю его чуть-чуть, чтобы нанести клей с двух сторон. И чтобы мы случайно не зацепили и клей не попал на елочку. Теперь убираю. Вот здесь везде наношу клей. С одной стороны, с другой стороны, наверх. И теперь аккуратненько вот так отпускаю. Даю немного закрепиться. И затем все поджимаю. И, конечно, прежде чем продолжить работу, обязательно все зачищаем, чтобы у нас не было никаких паутинок. Для декора я буду использовать стразовое полотно, и оно идет вот в защищенной пленке. И я обычно все не снимаю, а снимаю необходимое мне
количество. И вот эту пленочку просто вот так подгибаю. И сейчас покажу, как резать, чтобы не оставалось вот этих силикона под низом, к которому все прилипает. Я беру ножницы и к той стороне, которая мне нужна, вот прямо вот под таким углом все подрезаю. Мне нужны вот в данном случае 2 полоски. И вот эти 2 полоски я под углом подрезаю. Вот здесь у меня остается чистая сторона, а вот здесь вот видите 1 миллиметр, который обычно никто не подрезает, и потом к нему все прилипает. Сейчас я отрежу вот эту полоску и вернусь к вам, покажу, что делать дальше. Вот тут 1 миллиметр, и если его оставить резать, то затем к игрушке все прилипает. Я отрезала полоску и теперь беру ножницы и в другую сторону подрезаю. Поворачиваю ножницы не прямо, а вот так, чтобы подрезать все. И вот эту вот 1 миллиметр, вот эту вот убираю. Она мне просто не нужна. И в следующий раз, когда я буду подрезать, так, что-то у меня тут все прилипает, буду подрезать следующую ленту, я снова беру вот так под углом, подрезаю. И вот с этой стороны чисто, с этой стороны чисто. Вот этот миллиметр потом будем снова убирать, отрезать. Для обработки верхушки здесь у меня уходит 4 ряда. У меня обычно остаются вот такие кусочки по 2, и я их буду использовать. Можно сразу отрезать 4, кому как удобно. Я убрала защитный слой и подклеиваю. Сначала подклеиваю наверх, чтобы у меня был ровный вот этот край. По краю прохожусь полностью. Теперь я смотрю, сколько мне звеньев надо. Лишнее отрезаю. И здесь все совмещаю, чтобы все было ровно. Вот один край у меня есть. Беру следующую. Так, вот здесь вот вы видите, надо все подрезать, чтобы вот это не портило нам красивый вид. Снова беру, снимаю защитный слой и совмещаю все стразы, чтобы они не были в разнобой. Вот, чтобы у нас было все ровно. И продолжаю работу. Снова дохожу до серединки. Лишнее подрезаю. И все совмещаю. И вот у меня ровная верхушка. Теперь беру длинную полоску. Полоску лучше брать длинную сразу, чтобы одной полоской обработать всю елочку. Снимаю защитный слой, отгибаю. И вот здесь я подклеиваю и прямо вот этот край под низ просовываю, чтобы все заклеилось. И теперь располагаю вот так по чуть-чуть, чтобы у нас одинаковые края по ленте были. Спускаясь вот сюда, доклеиваю. Если что-то неровненько, убираем снова. И вот так по чуть-чуть убираю вот этот защитный слой. Сразу все не убираю, чтобы не прилипло ничего. И у нас все, я имею в виду мусор не прилип никакой. И у нас все ровненько получилось. Вот теперь пальчиком туда. Все совмещаем. Прижимаем. И вот так вот обрабатываем. Украшаем елочку. Пальчиком вот сюда, чтобы все углы у нас были склеены. Вот так. Если что-то неровно, убираем снова. Все должно быть ровно. И все подклеено. И вот вы видите, что получается. И продолжаем работу. Мы дошли на вторую сторону. Теперь смотрим, сколько нам надо ленты. Лишнее подрезаем, убираем. И вот этот край также подсовываем под низ, чтобы все склеить. Мои елочки готовы. Вот такие заготовочки у меня получились.
И мне очень нравится полученный результат. И цвет, и сочетание с серебром. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. Если есть вопросы, всегда пишите, рада ответить и помочь. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.